При слове Porsche многие представляют спорткары, рев мотора и блестящий кузов. Но знаете ли вы, что этот автомобильный гигант оставил свой след не только на гоночных трассах, но и на полях Европы? Сегодня мы говорим о тракторах, которые ничуть не уступают по инженерии спортивным машинам. И наш главный герой – Porsche Junior. Фердинанд Порше начинал с электрических приводов и спортивных машин. В Austro Daimler он создал выигравший множество гонок знаменитый автомобиль «Принц Генри». К 1916 году он стал управляющим директором этой компании. В годы Первой мировой войны Порше разработал уникальную одноосную тягловую машину Daimler Ferd для буксировки полевых кухонь и артиллерии, которые после войны использовали в сельском хозяйстве. С 1923 года Porsche перешел в Daimler Motorengesellschaft в Штутгарте, где создал знаменитые спортивные автомобили S, SS и SSK, а в апреле 1931 года он основал собственное конструкторское бюро. Первые проекты касались также легковых автомобилей и технических решений для других компаний. В 1937 году Porsche получил заказ от немецкого трудового фронта на разработку доступного народного трактора. Porsche Junior начался с прототипа Type 111, предшественником которого был Type 110. Первый Type 110 был готов в конце 1938 года. Он имел двигатель с воздушным охлаждением и необычную компоновку. Двигатель сзади, водитель спереди. Затем появился вариант, где спереди была грузовая платформа. Но из-за начала Второй мировой войны все эти проекты в производство не пошли. Строительство завода в Альтбрёле, где планировалось производить народные тракторы, так и не началось. После войны, когда Европа восстанавливалась из руин, потребность в эффективной сельскохозяйственной технике стала острее, чем когда-либо. Однако у Porsche не было ни производственных мощностей, ни ресурсов для самостоятельного выпуска такой техники. В 1950 году немецкая компания Allgaier Maschinenbau получила лицензию на производство этих тракторов и наладила выпуск Type 111 под маркой Allgaier System Porsche, модель Allgaier A111. Технически 111 представлял собой трактор с одноцилиндровым дизельным двигателем воздушного охлаждения объемом 822 кубических сантиметра мощностью 12 лошадиных сил. По сегодняшним меркам это, конечно, немного, но даже такая скромная мощность обеспечивала отличную тягу для своего времени и класса. Трактор мог развивать скорость до 16,5 км в час на переднем ходу и 8,2 км в час на заднем. Весил около 1200 кг, имел ширину колеи 1600 мм и колесную базу 1700 мм. Одна из технических особенностей 111-го – наличие центробежного регулятора оборотов двигателя, благодаря которому он мог поддерживать постоянные обороты независимо от нагрузки. Также двигатель был оснащен системой принудительной смазки, что обеспечивало надежную работу на крутых склонах или при длительной высокой нагрузке. Для удобства использования с различным навесным оборудованием трактор был оснащен гидросистемой. Как и планировалось, он был недорогим, простым и надежным. 111 стал именно тем народным трактором, который мог позволить себе практически любой фермер. За короткое время Allgaier выпустила более 5000 машин и удерживала лидирующие позиции на немецком рынке сельхозмашин в течение нескольких лет. В 1956 году подразделение по производству тракторов было выделено в отдельную компанию Porsche Diesel Motorenbau GmbH. С этого момента они снова выпускались под маркой Porsche Diesel, а модель A111 была переработана и стала прародителем целой линейки тракторов Porsche, первым из которых стал Junior 108. Его выпуск был налажен в 1957 году. Трактор был оснащен одноцилиндровым дизельным двигателем мощностью 14 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач. Также был переработан дизайн и появился фирменный красный цвет. Junior 108 стал самой известной и популярной моделью в линейке Junior. Модификацией 108 модели стал Porsche Junior 108K. Он имел улучшенную трансмиссию и некоторые конструктивные доработки, например, возможность переключения передач без выжима сцепления. Также был Porsche Junior V, еще одна версия Junior, которая отличалась от базовой 108 модели более мощным двигателем и иной комплектацией. Одна из причин культового статуса этих тракторов – это живучесть.
Одноцилиндровый дизель был практически неубиваемым. Он не боялся ни жары, ни холода, не требовал сложного обслуживания, а запчасти стоили недорого и были доступны всегда. Даже спустя десятилетия после окончания производства многие Junior продолжали работать на фермах по всей Европе. Удачная конструкция трансмиссии и гидросистемы позволяла использовать трактор с самыми разными навесными орудиями, от плуга до картофелекопалки, и эта универсальность также очень ценилась фермерами. В 1962 году компания Porsche Diesel Motorenbau GmbH была приобретена MAN, а в 1963 году производство тракторов было прекращено. Всего было произведено более 125 тысяч Porsche Junior, включая производство Allgaier и Porsche Diesel. Junior, скромный труженик полей, несет в себе ту же инженерную ДНК, что и его знаменитые спортивные собратья. И хотя он никогда не будет разгоняться до сотни за считанные секунды или проходить повороты на скорости, заставляющей замирать сердце, в своей стихии он был таким же революционным, как и его быстроходные собратья в своей. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока.